Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге 2025 года я собрал 8 лучших беспроводных клавиатур с разным типом подключения под разные задачи и бюджет. В подборке есть игровые механические модели, мембранные для работы, компактные на 60-80 клавиш с подключением по Bluetooth, Wi-Fi и автономностью в сотни часов. В общем, хотя бы один вариант под ваш запрос да найдется. В процессе обзора будем смотреть, какими способами клавиатура подключается, сколько часов работает без подзарядки, какие у нее переключатели, есть ли подсветка и какими фишками оснащена. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Начнем рейтинг с самой бюджетной и компактной механики для геймеров – Redragon CarAccess Pro. Формат у нее компактный – 60%, всего 61 клавиша. То есть ни стрелок, ни Home, ни End, только основа. Сначала непривычно, особенно если часто работаете с текстами или в Excel. Зато занимает минимум места на столе и легко помещается в рюкзак. Переключатели стоят от Temu Brown, универсальный вариант. Они тихие, но при этом дают приятный тактильный отклик. Без щелчка, как у синих, но и не совсем мягкие, как у красных. Хорошо подходит, если не хочется мешать окружающим, но все же есть желание прочувствовать нажатие клавиши. Смазки с завода всего этого дела, увы, нет. Звук чуть пустой и звонкий, особенно у пробела. Но эти нюансы слышны в основном только опытным юзерам. А вот крутая фишка – поддержка Hot Swap. Это значит, что переключатели можно менять без пайки. Понравились другие – вытащили старые, вставили новые. Все как в Lego. Для тех, кто любит кастомизацию, это прямо находка. Подключается клавиатура как угодно. Можно по проводу, можно по Bluetooth, а можно через USB-ресивер по Wi-Fi. Работает с компами, планшетами, даже с телефонами. И переключение между режимами простое. Все через FN-клавиши. Корпус из обычного пластика, но собран плотно, ничего не люфтит. Кнопки тоже пластиковые, сделаны из ABS. Со временем могут немного затереться, особенно если руки вечно липкие от чипсов. Зато подсветка тут RGB, яркая, настраивается и переливается всеми цветами. Выглядит весело, особенно в темноте. По автономности внутри аккумулятор на 1600 мАч. Это дает от 10 до 80 часов работы. Зависит от того, как часто пользоваться клавиатурой и включена ли подсветка. На седьмом месте топа стоит Logitech K380. Это мембранная клавиатура, а значит внутри нее нет щелкающих механических переключателей. Нажатие здесь мягкое и тихое, что подойдет для дома или офиса, где важна тишина. Форм-фактор 75%, то есть клавиатура компактная и без цифрового блока, легко помещается в сумке или рюкзаке. Всего 80 клавиш, расположены они плотно, а сами кнопки круглые, на любителя. Поначалу может быть непривычно, особенно если вы привыкли к полноразмерным клавиатурам, но пальцы быстро привыкают и печатать становится удобно. Bluetooth – единственный способ подключения. Работает с ПК, смартфонами, планшетами, даже с телевизорами на Android. Поддерживает одновременное подключение к 3 устройствам с быстрым переключением между ними через комбинацию клавиш. Корпус пластиковый, весит около 423 граммов. Ощущается тяжеловатым, и это плюс. Клавиатура не скользит по столу. Клавиши немного приподняты, ход у них мягкий, с легким шелестом при печатании. Качество сборки хорошее, ничего не люфтит, не скрипит, хотя крышка батарейного отсека слегка болтается. Но из более важного нет подсветки, то есть печатать в темноте будет не очень удобно. Работает K380 от 2 мизинчиковых батареек. Заявленное время до 2 лет, если использовать 10 часов в день. На практике зависит от частоты подключения и качества батареек, но тем не менее часто перекидывать батарейки не придется. В целом K380 отличный выбор, если нужна легкая, тихая и компактная клавиатура для поездок, работы на диване или просто для ноутбука. Она не идеальна, нет подсветки, цифрового блока и поддержки Wi-Fi ресивера, но зато она подключается ко всему и занимает минимум места. На шестом месте рейтинга Ardor Gaming Guardian. Перед нами механика, то есть клавиатура со своими пружинистыми переключателями под каждой кнопкой. В отличие от мембранных моделей, тут не просто жмешь по резинке, а получаешь четкий отклик и характерный звук. Свечи Gateron G Pro Yellow.
Линейные и довольно тихие, без щелчков, с мягким ходом. Заводская смазка есть, что снижает трение и шум. Печатать приятно, даже если вы набираете тексты сутками. Подойдет тем, кто любит комфортный тайпинг и не хочет будить соседей. По форм-фактору это 95% клавиатура, почти как полноразмерная, но компактнее. Есть цифровой блок, а блок навигации сдвинут ближе к основным клавишам. Все нужное на месте, при этом экономится немного места на столе. Ardor Gaming Guardian поддерживает сразу 3 варианта подключения: по проводу USB-C, по радиоканалу 2,4 ГГц через донгл, который идет в комплекте, и по Bluetooth. Причем можно подключить сразу к 3 устройствам по Bluetooth и быстро переключаться между ними. Удобно, если вы пользуетесь клавиатурой и с ПК, и с ноутбуком, и, например, с планшетом. Корпус черный, пластиковый, прочный, с двухуровневыми ножками и прорезиненным дном. Кейкапы из PBT, что радует, они долговечные и не затираются. Профиль XDA плоский и одинаковый по высоте, кому-то может показаться непривычным, но пальцы быстро адаптируются. Есть RGB-подсветка, настраивается через ПО, но есть нюанс. Символы на клавишах не подсвечиваются, они непрозрачные. Красиво, да, а вот в темноте не очень удобно. Еще у нее хорошая автономность, внутри стоит батарея на 5000 мАч. Держит она до 1,5 месяцев без подсветки. На 5-м месте Dark Project KD83A Wireless. В свое время проводная прилично шуму навела, но и беспроводная хороша настолько же, чтобы ее рассмотреть к покупке. Она в меру компактная, аккуратная, стильная и максимально собранная, без скрипа, люфта и других неприятных сюрпризов. Тут закрытый корпус, а значит меньше шума и вибраций, никакого резонанса кастрюли, как у скелетонов. Добавьте к этому силиконовые прокладки везде, где только можно, и получите клавиатуру, которая звучит как приглушенный шелест, особенно для механики. Впечатление дополняют тихие смазанные переключатели G3 MS Onyx. Плавные, легкие, не требующие усилий. Плюс поддерживается Hot Swap. Можно легко махнуть свечи на другие без перепайки. Достаточно просто достать старый свич пулером и вставить новый. Тут много навыков не понадобится. Кейкапы сделаны из PBT пластика, толстые с аккуратными символами. Все читается, ничего не сбито. Символы не стираются, глянец не проявляется. Ощущение, будто трогаешь качественный матовый пластик, а не офисную бюджетку. Причем как с момента покупки, так и через полгода-год использования. Формат 75%, без нампада, зато с выделенным блоком стрелок и удобным металлическим колесиком громкости сбоку. Колесо ходит мягко и приятно. Клавиатура стоит крепко на 4 резиновых ножках, а для удобства предусмотрены еще и двухступенчатые выдвижные опоры. Можно наклонить как удобно. Подключается клава 3 способами: по проводу, по Bluetooth, через Wi-Fi. Батарея на 4000 мАч держит около 100 часов. На 4-м месте топа стоит Satechi Slim X3. Эту клавиатуру часто берут вместо Apple Magic Keyboard. Все потому, что Satechi процентов на 30 дешевле, но при этом мало чем отличается от оригинального Apple за оверпрайс. Это мембранная клавиатура с низким профилем, как у ноутбуков. Ход короткий, нажатия четкие, звук почти не слышен. Офис оценит. Она не даст геймерского отклика, как механика, но зато идеально для набора текста, работы с документами, таблицами и всего, что связано с текстом. Тайпинг приятный, пальцы устают меньше. Из отличий от оригинала отсутствует Touch ID. Для кого плюс, кому без разницы, тут уж смотрите сами. В целом же тут все в духе Apple. Корпус титановый в таком же цвете, что и Magic Keyboard. Клавиши пластиковые, черные с четкими символами. Есть подсветка белого цвета на несколько уровней яркости. Яркость регулируется через F5 и F6, а сама подсветка через минуту бездействия тухнет, чтобы экономить заряд. Если подсветку включить на максимум, батарея держит до 10 часов, без подсветки до 80 часов. Заряжается клавиатура недолго, за пару часов. Кабель для этого идет в комплекте. По способам подключения все просто, либо Bluetooth, либо провод. Можно одновременно подключиться к Mac'у, iPad'у, ноутбуку и переключаться одной клавишей. Это очень удобно, если вы работаете на нескольких устройствах. Для дополнительного удобства можно активировать проводной режим через кабель USB-C и сидеть так, например, когда сел аккумулятор, а времени на зарядку нет. Продолжает рейтинг лучших Keychron K3. Это механика, но не классическая, а низкопрофильная, то есть клавиши не толстые, а тонкие, почти как у ноутбуков. Свечи соответствующие: Keychron Low Profile Optical Red. Линейные, красные, то есть без щелчков и отдачи.
Они тихие, нажимаются мягко, усилие 45 граммов. До срабатывания 1,5 мм, так что клавиша реагирует на малейшее прикосновение. Это круто для быстрой печати, но в играх можно случайно нажать что-нибудь не то. Свечи можно менять, тут есть hot swap. То есть можно вынуть старые и вставить другие без пайки, но учтите, подойдут только лоу-профильные. Формат клавы компактный, 75%, это 84 клавиши. Есть все основные кнопки, включая стрелки и F-клавиши, но без цифрового блока. Подходит для тех, кто не хочет жертвовать функциональностью, но и не любит гигантские клавиатуры на полстола. Весит она немного, а по толщине почти как пачка салфеток, так что удобно брать с собой. Работает K3 по Bluetooth, еще есть возможность подключить проводом, переключатель сбоку. Также можно быстро переключать раскладку между Mac и Windows. Все делается физическими тумблерами, что удобно, не надо ничего искать в настройках. Работает клавиатура в беспроводном режиме не особо долго, с подсветкой около 2 дней. Емкость аккумулятора 1550 мАч, и это, пожалуй, слабое место модели. Собрана клавиатура неплохо, кнопки сделаны из ABS-пластика, символы нанесены двойным литьем, так что не сотрутся. Свет тоже проходит через них хорошо, в темноте буквы видно отлично. Верх матовый металл, ощущается надежно. Снизу резиновые ножки и выдвижные подпорки с 2 углами наклона. Подсветка полноценная RGB, яркая, с 15 режимами, на столе смотрится не так скучно. На втором месте стоит Logitech MX Keys S. Это что-то типа Apple Magic Keyboard, только для Windows. Солидная клавиатура для рабочих задач. Тонкая, тяжелая, тихая, с умной подсветкой и почти невидимой задержкой. Не для геймеров, не для диванного серфинга, а для тех, кто ежедневно печатает тексты, пишет код или обрабатывает документы. Клавиши тут ножничного типа, с минимальным ходом и едва слышным щелчком. Шум не превышает 47 дБ, в среднем тише большинства мембранных решений. Работать можно хоть в библиотеке, причем клавиши не просто тихие, они точные. Благодаря вогнутой форме пальцы не скользят, промахи случаются реже. Подсветка – отдельный повод для восторга. Белая, умеренная, с автоматической регулировкой с датчиком. В темноте не слепит, днем почти незаметно. Датчик приближения включает ее, как только руки появляются в зоне действия, и отключает спустя 30 секунд бездействия. Аккуратная продуманная реализация, да еще и с автономностью до 2 месяцев при смешанном использовании. Вариантов подключения 3: Bluetooth, обычный кабель и Logi Bolt. Это Wi-Fi передатчик, который докупается отдельно. Задержка минимальная, даже в играх не мешает. Работает на расстоянии до 10 метров. Бонус – клавиатура одновременно может быть подключена к 3 устройствам и переключаться между ними через одну клавишу. Клавиатура сделана добротно, основание хоть и пластиковое, но плотное, с минимальным прогибом. Колпачки из ABS-пластика чуть шершавые, устойчивые к износу. В общем, и по внешке, и по функционалу очень годный вариант для рабочих задач. Если единственное, что вас смутило, это размеры, то есть и компактная версия Logitech MX Keys Mini. Это ровно такая же клавиатура, но укороченная, без нампада, в форм-факторе на 75%. То есть, если нужно что-то мобильное, рассмотрите MX Keys Mini. На первое место поставил 8-bit Do Retro Mechanical Keyboard N-Edition. Для тех, кто любит, чтобы олдскулы сводило. Это механический борт в ретро-стиле с ностальгическим дизайном и даже 2 дополнительными крупными красными кнопками. 2 огромные кнопки на отдельные панельки можно запрограммировать на любые действия, от Ctrl-C до запуска того самого. Щелкают приятно, подключаются проводом, прорезиненное основание не скользит. Клавиатура выглядит массивно, но по формату компактная TKL. Корпус полностью пластиковый, с шероховатой поверхностью. Дно пустое, только 4 резиновые ножки. Весит клавиатура немного, но ощущается увесистой за счет формы и дизайна. Кейкапы из PBT с матовой текстурой и сферическим углублением на всех клавишах. Символы нанесены методом сублимации, и латиница, и кириллица проживут дольше большинства мембранных клавиатур. Красные символы на кириллице вызывают флешбеки из начала нулевых, когда такие наносили на офисные клавы. По переключателям под кейкапами. Основные Kali Box White V2. Тактильные с громким щелчком и заводской смазкой. Звук чистый, без песка и металлического звона. Стабилизаторы работают ровно, особенно под пробелом, ничего не гремит. Дополнительные красные кнопки Gateron Green. Тоже с щелчком, но уже более сухие и шумные.
Подключить клавиатуру можно тремя вариантами: провод, радиоканал с приемником, который прячется в корпусе на магнитах, и Bluetooth. Поддерживаются 3 профиля для разных устройств. Радиосвязь подходит даже для ТВ-приставок, Bluetooth работает с любыми гаджетами, включая смартфоны. По итогу, такая клавиатура на любителя. Не всем понравится шум и ретро-дизайн, но тем, кто кайфует от олдскула, кликеров и необычных решений, самое то. Качественная сборка, горячая замена, куча кастомизации, бонус в виде 2 Super Buttons. Надо брать. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.